Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня по вашим просьбам приготовлю яблочно-сливовое повидло. Это повидло вы можете использовать для любой выпечки, пирожки, рулеты, пироги, дрожжевые, песочные. Вариантов и возможностей очень много. Для прослаивания кондитерских изделий, тортов, рулетов, пирожных, да и просто батон с маслом и с повидлом – это очень вкусно. Здесь у меня по килограмму яблок и слив в очищенном виде. Яблоки у меня разного сорта, зеленые, красные. Собираю те, которые сейчас созревают в саду, и те, которые осыпаются. Вот такие вот синячки, ударенные места. Не обрезаю, потому что для повидла это не страшно. Удаляю только червивое, подгнившее и вырезаю семенные коробочки, хвостики и цветочки. Кожицу с яблок не снимаю, в ней содержится очень много пектина, а благодаря пектину повидло получается гуще. Сливы у меня тоже разные, вот такие вот крупные, плотные, именно синие сливы, красивые, вкусные. Хорошо отходит от косточки, и когда она уже полностью созревает, становится вот такая вот красная внутри. Видно, что на дереве она уже немного подвяливается, подсушивается. Очень нравятся мне эти сливы. И вот такие вот круглые. С такими сливами я готовила пирожки. Тоже сладкая, вкусная слива. Сразу надо все это протушить. Я взяла вот такую вот кастрюлю. Это тяжелая нержавейка с толстым дном. И наливаю на донышко 50 мл воды. Если у вас кастрюля потоньше, воды добавляйте больше, чтобы яблоки сразу не подгорели, не прихватились. Высыпаю сразу яблоки и отправляю на огонь. Огонь делаю небольшой. И сразу же накрываю крышкой. Тушить яблоки, а потом их вместе со сливами буду под крышкой. Время от времени яблоки перемешиваю, чтобы они равномерно тушились. Вот через 15 минут тушения яблоки уже начинают пускать свой сок. Видно, что они посветлели и скоро станут мягкими. Вот тогда уже и буду добавлять сливу. Ну вот видно, что яблоки уже стали мягче. Беленькие вообще уже распадаются. Красные остаются еще дольками. Высыпаю сюда сливы. И сразу же их перемешиваю. Сейчас они еще пустят свой сок. И все это хорошо протушится. Сливы содержат пектина почти столько же, сколько и яблоки, поэтому можете брать их в разных пропорциях. Так же, как я, 1 к 1, или слив взять больше, чем яблок. Это уже по вашему вкусу. Смотрите, сколько выделилось сока благодаря сливам. Сейчас и яблоки дотушатся. Все дойдет до готовности. Тоже часто их перемешиваю. Одни яблоки я протушила 30 минут, а со сливами еще где-то 20, ну может быть тоже 30. В сумме получится час. Протушила все до вот такой вот кашицы. Смотрите, как оно потихонечку кипит. Можно снимать с огня. Сливы полностью разошлись, яблоки тоже уже мягкие. Выключаю огонь. Теперь все это хорошо перебиваю погружным блендером в однородную массу. Чем лучше перебьете, тем легче и быстрее все это перетрется через сито. Набираю этой массы не слишком много. И вот такой вот плотной лопаткой все это перетираю. Смотрите, это легко и быстро. Только надо перетушить все до готовности и хорошо перебить в однородную массу. Ну вот буквально за минуту я перетерла одну порцию. Теперь зачищаю, убираю все эти отходы. Чем лучше вы его зачистите, тем легче будет перетираться следующая порция. И чистой лопаткой зачищаю его с этой стороны. Вот такое вот получается красивое пюре, однородное. Добавляю следующую порцию. И так перетираю всю массу. Следите, чтобы донышко сита не лежало на этом пюре, иначе ему некуда будет стекать. Вы будете перетирать, а все оно будет оставаться в сите.
Готовлю небольшую порцию, потому что за сезон делаю разное повидло, чисто яблочное, яблоки с малиной, вишней, смородиной, грушей. Всего по чуть-чуть и на зиму достаточно. Эти рецепты, которые я перечислила, уже есть на канале. В описании обязательно оставлю ссылочки на все эти видео. Ну и если вы уже готовили по этим рецептам, напишите, какое повидло вам больше всего понравилось. Ваши комментарии очень нужны, потому что многие начинают готовить только после того, как прочитают другие отзывы. Друг другу вы доверяете больше, чем блогерам. Ну вот и готово. Времени мне понадобилось всего-навсего 7 минут, чтобы все это перетереть. Все это пюре возвращаю в кастрюлю и высыпаю сюда сахар. Здесь у меня 200 кг. Можно сахара добавить и меньше, допустим, не 200 кг, а килограмм, если яблоки и сливы у вас слишком сладкие. Но учитывайте и то, что чем меньше вы добавляете сахара, тем менее густое и плотное получается повидло. Если вы его готовите для оладий, блинчиков, то можно сделать и помягче. А если для выпечки, чтобы оно не вытекало из пирожков, пирогов, рулетов, то лучше сварить его поплотнее. Хорошо зачищаю стенки. Видно, как оно поменяло свой цвет. Вот такое вот красивое. Все можно отправлять на небольшой огонь. Огонь сделала чуть меньше среднего, накрываю крышкой и довожу его до кипения. Несмотря на то, что повидло сейчас жидкое, помешивать его надо часто, даже до закипания. Хорошо прохожу по уголочкам кастрюли, зачищаю донышко, чтобы нигде ничего не прихватывалось и не подгорало. Повидло хорошо закипело. Вот теперь засекаю время и провариваю его минимум 30 минут. Крышкой уже не накрываю, но постоянно буду помешивать. Отходить от него нельзя, иначе оно быстро прихватится к донышку. Смотрите по повидлу. Когда оно вот так вот кипит, тихо, спокойно, крышкой не накрывайте совсем. Ну а когда начнет плеваться, брызгаться, тогда прикрывайте, но не полностью. Пусть выходит пар, выпаривается лишняя влага. И желательно ложку или лопатку взять с длинной ручкой, чтобы ваши руки были подальше от повидла, чтобы вы их не обварили. Повидло прокипело полчаса. Давайте посмотрим, какое оно получается. Смотрите, на поверхности, там, где оно скапывает, остается горочка. Видите, она не сразу растекается. Видно, что повидло уже становится гуще. Смотрите, как оно стекает с ложки, скапывает такими густыми каплями. Очень ароматное. Проварю его еще где-то 10 минут и будет достаточно. И сразу же, как только сняла с огня, разливаю его по баночкам. Емкость баночек 330 мл. Я их предварительно простерилизовала, банки, крышки. Пока варила повидло, посмотрела в учебнике «Технология приготовления мучных и кондитерских изделий», автор Бутейкис. Я сама училась по этому учебнику. Так там для повидла на килограмм фруктов надо взять 900 граммов сахара, а для джема на килограмм фруктов кило 100, кило 600 сахара. Это ГОСТовские рецепты. Видите, сколько добавляли сахара. Так что 600 граммов на килограмм фруктов это не так уже и много. Смотрите, как сохраняется рисунок на поверхности. Видна горочка, хотя оно еще очень горячее. Оставлю, пусть остывает, но уже завтра посмотрим, какая консистенция этого повидла. Получилось 6 вот таких вот баночек. Переворачивать или укрывать чем-то теплым их не надо. Оставляю в вот таком вот виде до полного остывания. Потом можно опустить в погреб или оставить для хранения в кладовке. Закатанное повидло хорошо хранится при комнатной температуре. Повидло простояло всю ночь, полностью остыло и хорошо застыло. Я его затянула пищевой пленкой, чтобы оно сверху не покрывалось толстой корочкой. И сделала в ней проколы, пока повидло было теплое, чтобы под ней не собирался конденсат. Я его переверну. Смотрите, оно не вытекает.
Видно, что очень плотное, даже тогда, когда хорошо его придавливаю вилкой. В баночках оно тоже хорошо застыло. Вот такое вот яркое, красивое. Ну и сейчас еще разрежу это повидло и посмотрим на его плотность. Аппетитные кусочки, хорошо сохраняет свою форму, очень похожи на мармелад. Но несмотря на это, его можно легко размять до однородности и подать к чаю, допустим, к оладушкам или блинчикам. Варите такое повидло, запасайтесь на зиму, ну а зимой вы с ним приготовите любую выпечку, кондитерские изделия или же просто подадите к чаю. Кусочек свежего батона с маслом и повидлом – это очень вкусно. Готовьте с удовольствием, радуйте своих любимых, угощайте друзей, знакомых и приятного всем чаепития. Если вам нравятся мои рецепты, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Спасибо вам огромное за лайки, комментарии. Всем пока, всем удачи!